Доброе утро, друзья! Я снова нахожусь на автовокзале. 3 дня, проведенные в Стамбуле, пролетели незаметно. Этот город действительно обладает своей неповторимой атмосферой, и гулять по его узким и загадочным улицам можно до бесконечности. Однако время, которое я отвел себе для посещения этого города, подходит к концу. И мне пора отправляться на юг. На юг планировал ехать я, а вот автобус, согласно навигатору, выехав из Стамбула, взял курс на запад и уверенно двигался в сторону границы с Грецией. Надо сказать, что я слегка был не готов к такому повороту событий, а абсолютное невладение английским языком водителя автобуса лишало возможности уточнить, куда же мы все-таки направляемся. Однако правильно указанный пункт назначения в моем билете и обозначенная на картах Maps.me паромная переправа все-таки вселяли в меня должный оптимизм в успешности моей поездки. Дополнительным бонусом являлось то, что мне представилась возможность увидеть, пусть и из окна автобуса, западную оконечность Турции и побывать на обоих берегах Мраморного моря и пролива Дарданеллы. Друзья, направляясь на автобусе на юг Турции с автовокзала в Стамбуле, я никак не мог предположить, что меня впереди ждет приятный сюрприз в виде паромной переправы через Мраморное море. Дело в том, что автобус поехал не по левому берегу в направлении Измира, как я предполагал, а по правому. В результате чего нам вместе с автобусом придется переправиться на другой берег. Автобус благополучно добрался до паромной переправы, и самое время сказать несколько слов о проливе Дарданеллы. Пролив известен благодаря историческим событиям и огромному стратегическому значению. Он разделяет северо-западную часть Малой Азии и Галлипольский полуостров, соединяя Мраморное море с Эгейским, переходящим в Средиземное. В древности пролив носил название Геллеспонд, что в переводе с греческого языка означает «море Геллы». В основе этого названия лежит античный миф. У царя Фессалии Атамаса умерла жена Нефела. Вскоре царь женился повторно, но злая мачеха Ино захотела избавиться от близнецов Фрикса и Геллы. Нефела умолила бога Гермеса помочь им. Брат с сестрой пытались спастись бегством, улетев на златорунном овне, божественном подарке. Но во время полета Гелла сорвалась в море и утонула, а Фриксу оставалось лишь ее оплакивать. С тех пор пролив долгое время называли морем Геллы. Название, которое употребляется теперь, пролив получил благодаря находящемуся в непосредственной близости древнему городу Дардании. Доброе утро, друзья мои! После Стамбула я отправился в небольшой курортный городок на юго-западе Турции. Примечателен он для меня по двум причинам. Первое – это то, что он находится на проливе Дарданеллы, в самом узком ее месте. А вторая – то, что рядом располагается знаменитая Троя, которую я планирую посетить после. Чаникале – небольшой и приветливый город с радушным населением, расположившийся на берегу пролива Дарданеллы. По моим заметкам, в город приезжают отдыхать преимущественно сами турки из центральных областей страны. И английская или тем более русская речь на улицах города большая редкость. Только в хостеле мне удалось встретить 4 иностранцев за несколько дней моего пребывания там. Местные жители весьма дружелюбны и охотно здороваются первыми, а в кафе персонал весьма вежлив и улыбчив. В городе уютно расположилась небольшая марина, в которой находится несколько десятков разнообразных моторных и парусных яхт, а чуть дальше, по берегам реки, швартуются рыбацкие лодки местных жителей, на которых они каждое утро уходят в море на промысел. За те несколько дней, пока я бросил якорь в Чаникале, у меня появился обязательный ритуал в виде променада по пирсу вдоль марины, который дарил мне огромное количество положительных эмоций. Я неспешно прогуливался мимо ремонтной базы и с удовольствием наблюдал, как рыбаки ремонтируют свои лодки,
меняют обшивку, шпаклюют, красят и устанавливают дополнительное оборудование. Затем я шел на каменистый берег пролива Дарданеллы, присаживался на скамейку и наблюдал за проходящими по проливу огромными судами, некоторые из которых были поистине исполинских размеров. Друзья мои, как же я люблю море и все, что с ним связано. В данном случае мраморное. А находиться на берегу пролива, когда совсем рядом проходят огромные корабли, это незабываемое чувство. На пирсе в Чаникале нашел моторную лодочку и думаю прохватить с ветерком по проливу Дарданеллы. Что-то коробку заело. А пока я разбираюсь с катером, пожалуй, продолжу свой рассказ о Чаникале. Согласно археологическим раскопкам, первые поселения близ современного Чаникале появились еще в эпоху неолита и находились неподалеку от Кум-Теле, а впоследствии на этом месте вырос легендарный город Троя. Во времена Византийской империи Чаникале называли Дарданелле, при Османской империи – Султан Келеши. Современное название происходит от слова чинак – горшок, так как местные гончарные изделия славятся своим высоким качеством. Как и провинция Стамбул, Чаникале расположен в двух частях света – Европе и Азии. С античных времен и до современности город был и остается важным морским портом и хабом на пути прохода судов через пролив Дарданеллы. Интересный факт, что на набережной установлен деревянный конь со съемок фильма «Троя», подаренный городу Брэдом Питтом. Прогуливаясь вдоль марины, посещают мысли о собственной яхте. Конечно, не огромной моторной посудине, как у Абрамовича, а небольшой парусной яхточке, на которой можно было бы бороздить моря и океаны нашей замечательной планеты. Как здорово иногда бывает окунуться в историю, вспомнить легенды и предания. Тем более, если эта история вполне осязаемая, и ее вполне можно потрогать руками. Троянский конь вовсе не вымысел, а реальность. И сейчас он находится за моей спиной. И я с легкостью могу его потрогать собственными руками, что я сейчас и сделаю. Дерево. Конь представляет из себя поистине монументальное сооружение, и, согласно легенде, сюда запросто могло бы поместиться несколько десятков человек. А теперь мне пора отправиться в настоящую Трою, чтобы увидеть все собственными глазами. Прежде чем отправиться в Трою, я должен выполнить один ритуал, который я соблюдаю уже несколько дней, находясь в Чаникале. А именно, встретить, а точнее проводить закат и увидеть, как солнце опустится за горизонт, а вместе с ним исчезнет солнечная дорожка с поверхности моря. Вряд ли кто-то сможет объяснить, почему это зрелище притягивает миллионы взглядов, но это потрясающе. Ali Baba çiftliğinde önünde şömine ve kimsesiz de söylesene Ali Baba çiftliğin hali neden böyle neden böyle neden böyle neden böyle neden böyle neden böyle ne olsun Ali Baba çiftliğinde önünde şömine ve kimsesiz de
Söylesene Ali Baba, çöplüğün hali neden böyle, neden böyle, neden böyle, neden böyle, neden böyle, neden böyle? Ne olsun? Tükettiniz ot değil, onca geçen zamanlar. Доброе утро, друзья мои! Я нахожусь в легендарном и древнем городе Троя. Конечно, эпично было бы въехать сюда на том самом троянском коне, однако привез меня сюда микроавтобус Citroën за 90 рублей. Троя или Илион – древний город на северо-западе Малой Азии, у побережья Эгейского моря. Была известна благодаря древнегреческим эпосам и обнаружена в 1870 году при раскопках холма Гесарлык. Особую известность город приобрел благодаря мифам о Троянской войне и событиям, описанным в поэме Гомера «Илиада», согласно которым десятилетняя война коалиции ахейских царей во главе с Агамемноном, царем Микен, против Трои закончилась падением города. В течение многих веков реальность существования Трои ставилась под сомнение, и Троя существовала только как город из легенды. Навсегда находились люди, искавшие в событиях Илиады отражение реальной истории. Однако серьезные попытки поиска древнего города были предприняты лишь в XIX веке. В 1870 году Генрих Шлиман во время раскопок горного селения Гесарлык на Туренском побережье наткнулся на руины древнего города. Продолжив раскопки на глубину 15 метров, он раскопал сокровища, относившиеся к древней и высокоразвитой цивилизации. Это и были руины знаменитой гомеровской Трои. Стоит отметить, что Шлиман раскопал город, который был построен ранее, за 1000 лет до Троянской войны. Дальнейшие исследования показали, что он просто прошел Трою насквозь, так как она была воздвигнута на руинах найденного им древнего города. В 1992 году Эберхардом Шангером было выдвинуто предположение, что Троя и Атлантида – это один и тот же город. Его теория строилась на сходстве описаний городов в древних легендах. Однако научного обоснования у этого предположения не было, и широкой поддержки данная гипотеза не получила. Троянская война, как и почти все войны, разгорелась из-за женщины. Согласно греческой легенде, Троянская война вспыхнула из-за того, что один из 50 сыновей царя Приама, Парис, похитил прекрасную Елену, жену спартанского царя Менелая. Греки выслали войска именно для того, чтобы забрать Елену. Однако, по мнению некоторых историков, это скорее всего лишь вершина конфликта, та последняя капля, которая дала начало войне. До этого, предположительно, было множество торговых войн между греками и троянцами, которые контролировали торговлю на всем побережье в районе пролива Дарданеллы. По легенде, в ночь после того, как конь попал в город, Синон выпустил прятавшихся внутри воинов, которые быстро перебили стражу и распахнули городские ворота. Уснувший после буйных празднеств город даже не оказал должного сопротивления. Несколько троянских воинов во главе с Энеем пытались спасти дворец и царя. По древнегреческим мифам, дворец пал благодаря великану Неоптолему, сыну Ахилла, который разбил парадную дверь своим топором и убил царя Приама. Это один из многих эпизодов той войны, который так и не нашел своего археологического и исторического подтверждения. Более того, в Илиаде о троянском коне нет ни слова, зато Гомер его подробно описывает в своей Одиссее. А все события, связанные с троянским конем и их подробности, были описаны римским поэтом Вергилием в Энеиде в первом веке до нашей эры, то есть почти 1200 лет спустя. Некоторые историки предполагают, что под троянским конем понималось какое-либо оружие, например, таран. Другие утверждают, что Гомер называл так греческие морские суда. Возможно, что троянского коня вовсе и не было, а Гомер использовал его в своей поэме как символ гибели доверчивых троянцев. Вполне атмосферное место. Думаю, здесь стоит побывать. Только я приготовился к тому, чтобы идти 10 километров пешком, как остановился добрый человек. Его зовут Осман.
и позвет меня до моря. За что ему огромное спасибо. Teşekkür ederim. Спасибо. Благодаря Осману я еще и оказался в очень атмосферном месте. Как видите, за моей спиной располагается пушка, а целиком сооружение представляет собой береговой фортпост. Вот здесь я, пожалуй, останусь на ночь у моря и у этого фортпоста. А если будет подбираться неприятель, то у меня есть чем отразить его яростные атаки. Эх, люблю я все-таки оружейную тематику. Оружие, это, конечно, плохо, но очень красиво. Вещь. В 10 километрах от Трои, рядом с береговыми фортпостами и небольшой мариной, располагается небольшой пляж, где я решил искупаться. Ну, здравствуй, Эгейское море! Ребята, вода вообще парное молоко! 31 мая. Кайф! Чувствую, первый раз за полмесяца нормально укупаюсь. А то города, съемки, достопримечательности. Вот он на самом деле, кайф-то где. Сегодня долгожданная ночевка в палатке. Сейчас я встречаю закат, а сзади меня мой домик на сегодняшнюю ночь. Доброе утро! Я нахожусь в небольшом городе Дикили, в котором я оказался после посещения древней Трои. Вчера я решил себе устроить выходной и целый день ничего не снимал. Вместо этого прочилил несколько часов на пляже и с помощью 2 маршруток и 2 попуток добрался до данного места. Надо сказать, что устроился я неплохо. Поставил палатку прямо на пляже под пальмами, и слева у меня располагается парк. Единственный минус, что ночевка была довольно шумной, поскольку по парку прогуливались жители этого города. Ну, раз уж сегодня образовалась ночевка в палатке, то, я думаю, уместно будет сделать обзор моего бивачного снаряжения. Итак, снаряга состоит из, собственно, палатки. Это одноместная палатка, купленная в Декатлоне. К палатке прилагается спальный мешок, тоже декатлоновский. Комфортная температура до плюс 15. Выше брать не стал, поскольку отправляюсь все-таки на юг. Самонадувающийся коврик сплавовский 2,5 мм, укороченный, но этого вполне хватает, чтобы защитить легкие и спину от подмерзания. Подушка надувная и к ней наволочка для комфортного ощущения при сне. Ну и система приготовления пищи включает в себя газовую горелку китайскую и баллон
Ну тут все просто. Она наворачивается на баллон, и в течение буквально минуты вода закипает. Идеально для приготовления дошика, кашек и подобных скоропорчущихся продуктов. Ну, пожалуй, все. Сейчас я это все соберу, и можно будет лицезреть, как это выглядит все в собранном состоянии. Ну что ж, байпак собран, и значит, пора отправляться в путь. На сегодня план добраться до небольшого городка Сельчук, рядом с которым располагаются руины древнего Эфеса. Так, ну вот я загрузился в автобус и следую в нужном мне направлении. Однако избежать заезда в Измир мне все-таки не удалось. Прямых рейсов нет, а ловить попутку в центре города не самая удачная затея. Идти до трассы очень далеко, а дорога изобилует маленькими населенными пунктами, и шанс остановить машину, которая будет следовать мимо Измира в Сельчук, очень мал. Добрался я до Измира, купил шаурмишку на перекус, и сейчас на вот этом вот автобусе, который сзади меня, отправлюсь в Сельчук. Добрый день, ценители истории! Я прибыл в величественный и помпезный Эфес. Но к моему приезду здесь совсем не подготовились, и кругом царит полная разруха. Однако батя в здании, и сейчас я найду узбекских либо таджикских туристов, и мы быстренько все здесь достроим. Вперед! Пожалуй, самым популярным и посещаемым после красот Стамбула историческим местом Турции является античный город Эфес. По совместительству это еще и самый крупный сохранившийся исторический объект Малой Азии. Площадь восстановленной территории составляет более 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время это место ежегодно посещают сотни туристов со всего света, и популярность его не угасает. Существует очень красивая легенда о том, при каких обстоятельствах был основан этот город. Давным-давно, больше 3000 лет назад, сын последнего афинского правителя Кодра, Андрокл, решил основать собственное царство и получил пророчество от Дельфийского оракула о возможности основать новый город там, где в одно время соединяется огонь, рыба и дикий кабан. Он отправился в плавание, и когда достиг Анатолии, высадился на самом живописном берегу. Неподалеку находился маленький рыбацкий поселок, а недалеко от берега селяне жарили рыбу. Уставших путешественников пригласили разделить трапезу. Когда порыв ветра унес искры от костра в сторону соседних кустов, оттуда с визгом выскочил дикий кабан. Тогда Андрокл понял, что нашел нужное место. Однако не все было так просто. Новоиспеченная колония процветала недолго. В тех местах большой урон городам наносило кочующее племя воинственных амазонок. Рассказы о бесстрашных женщинах-воительницах уже давно волновали жителей Эллады. Но храбрый Андрокл не уступил. Он смог соблазнить предводительницу амазонок, красавицу Эфесию. Вместе они основали великий город.
который молодой царь назвал именем возлюбленной. Многие колонисты также взяли в жены уже бывших воительниц, а те, кто не захотел расстаться с седлом оружием, стали царскими телохранительницами и жрицами Артемиды. Варианты и отрывки из этой легенды широко использовались художниками, скульпторами и поэтами на протяжении всего античного периода. А судить, что в ней правда, а что выдумка, не представляется возможным. Споры о времени и месте основания Эфеса идут до сих пор. Неоспоримым остается тот факт, что Эфес из небольшой колонии вырос в крупнейший город-порт, долгое время процветающий за счет мореходства и торговли. Визитной карточкой Эфеса считается почти полностью утерянный храм богини Артемиды, одной из 7 чудес света. Культ Артемиды, согласно легенде, широко исповедовал мифический основатель города царь Андрокл. Самой популярной и знаковой достопримечательностью Эфеса, символом и ключевым изображением, без сомнения, является библиотека Цельсия. Она была построена в начале древнееврейского периода, во время правления императора Адриана. Надо сказать, что этот император, как никто другой, оставил большой след в культурно-архитектурной истории Малой Азии. По большому счету, прекрасно сохранились многие общественные места и административные сооружения античного города. Кроме вышеупомянутой библиотеки и театра, можно увидеть площадь для собраний, агору, малый амфитеатр Адеон, античную ратушу Британии, храм императора Адриана, храм богини Гестии и базилику святого Иоанна. Еще одной знаковой достопримечательностью Эфеса, дошедших до наших дней, считается огромный античный театр на 25 тысяч мест. Днем здесь проводились гладиаторские бои, а по вечерам устраивались спектакли и музыкальные представления. Да, древние театры, они же Колизеи, представляли собой воистину эпичные сооружения. И смотреть здесь представления, в отличие от наших театров, думаю, было огромным удовольствием. Несмотря на то, что раскопки и восстановительные работы ведутся уже много лет, ученые полагают, что под землей и болотами еще остается более 50% территории древнего города. Как знать, вполне возможно, что нас еще ждут великие открытия и новые исторические факты об этом чудесном городе.